Итак, я приветствую всех любителей и фанатов культуризма. У аппарата одет мотор. Да, давно я не делал никаких видосов на этот качковский канал. Мог бы, конечно, и дальше ничего не делать, но мне как-то не хочется полностью забрасывать это дело. Сегодня будет новостное видео, из которого мы узнаем, как на сегодняшний день поживают три легенды мирового бодибилдинга. Каждый из них в свое время много раз побеждал на конкурсе Мистер Олимпия. И первая легенда, про которого мы вспомним, это семикратный Мистер Олимпия Фил Хит. В данный момент он снова набрал неплохую мускулатуру, но про возвращение в большой бодибилдинг он пока что еще ничего не говорит, и возможно уже никогда про это ничего и не скажет. Сам Хит не планирует участвовать на Олимпии, а хочет быть на ней комментатором. При этом стоит заметить, что Фил еще ни разу не объявлял о своем официальном окончании качковской карьеры. Возможно, этим самым он пытается сохранить по отношению к себе хоть какую-то интригу. Хотя в прошлом году он как-то говорил, что вероятность его возвращения на сцену составляет всего 5%. А его друг и предшественник по статуэткам Джей Катлер вообще сказал, что Фил окончательно покончил с профессиональными бодибилдерскими турнирами. И скорее всего это и есть настоящая правда. Тем более, что еще в 2021 году Филя очень тяжело заболел коронабесием и долго выздоравливал. Из-за этого его мышцы сильно и заметно посыпались, и вообще в целом он тогда сильно похудел. При этом Хит не бросал тренировки и регулярно посещал тренажерный зал. Но это, как мы видим, не сильно ему помогло. В одном из последних своих постов в Инстаграме бывший Мистер Олимпия показал, как он тренирует свои могучие плечи. Далее мы поговорим про очередного легенду, заслуженного инвалида бодибилдинга Ронни Коллимана, чья звездная качковская карьера длилась с 1990-х и до середины 2000-х годов. В одном из своих не очень давних интервью восьмикратный Мистер Олимпия рассказал про свой опыт добывания стероидов, а также поведал про свои многочисленные операции, которые он перенес из-за своего большого фанатизма к бодибилдингу. Ронни ложился под хирургический нож более 10 раз. Он многим пожертвовал, чтобы стать одним из самых узнаваемых лиц в бодибилдинге. Сейчас он не может нормально передвигаться без посторонней помощи. На данный момент Коллиману 58 лет, а он по-прежнему всегда выкладывается в спортзале. На пенсии бывший Мистер Олимпия регулярно обсуждает актуальные проблемы бодибилдинга и много говорит о своем личном опыте. В общем, Ронни рассказал, как он покупал в свое время стероиды. По его словам, он приобретал их легальным путем в аптеке, там же у него брали анализы крови. Доходило даже до того, что управление по борьбе с наркотиками привлекало его и других таких же допингистов к суду для дачи показаний. Он добавил, что последние 5 или 6 лет своей карьеры он приобретал анаболические стероиды всегда только легальным путем в специальных аптеках по рецепту, для чего обычно требовалось сдавать анализы крови. Поделившись своими мыслями об анаболиках, он заявил, что сегодняшние культуристы не такие крупные и качественно подготовленные, какими были спортсмены во времена выступлений Коллимана. Из-за социальных сетей современным бодибилдерам уже не нужно так напряжно работать, как нам, говорит Коллман. Сейчас у них столько всяких возможностей заработать, и таким образом не нужно делать то, что должны были делать мы. И также тяжело вкалывать, пожаловался Ронни. И последний легендарный культурист, о котором пойдет речь, это Дориан Яйтс, более известный всем под именем Дориан Яц. Он ушел из соревновательного бодибилдинга в конце 90-х годов, но Дориан оказался верен тренировкам и по сей день продолжает вести активный образ жизни.
19 апреля ему уже исполнится 61 год. И вот недавно шестикратный мистер Олимпия показал своим почитателям свою актуальную на сегодняшний день форму. И глядя на нее, можно сказать, что для 60-летнего мужичка Дориан находится в очень даже неплохом физическом состоянии. По воспоминаниям самого Яйца, после того, когда он завершил свою бодибилдерскую карьеру, он впал в депрессию, и выйти из этого печального настроения ему помог выброс гормона счастья, который происходил только во время физических тренировок. В данный момент Дориан проживает в далекой и теплой Испании и является достаточно успешным бизнесменом, тренером и писателем. Дориан, всегда открыто и не стесняясь, подробно рассказывал об употреблении стероидов. Не только когда он вел качковскую карьеру, но также он делился своим анаболическим опытом и уже после выхода на пенсию. И вот в октябре 2022 года Яйц дал интервью, в котором признался, что находится на гормонально-заместительной терапии, которая дает ему возможность поддерживать нормальный уровень тестостерона. Эта процедура, в общем-то, типична для бывших спортсменов и вообще для всех, кто хочет в преклонных годах ощущать себя молодым хлопцем. И вот по поводу его текущей актуальной формы, почитатели Дориана под его фотками в Инстаграме стали задавать ему вопросы на тему возвращения в соревновательный бодибилдинг. Ведь ходят слухи, что в скором будущем снова начнут проводить знаменитый конкурс среди мастеров бодибилдинга Мастерс Олимпия. На все эти вопросы Яйц спокойно отвечает, что он теперь соревнуется только с самим собой.